Это вот наша гостиница, где мы остановились. Вот эти вот окошечки, наши 4. Вот, и на самом деле здесь есть даже с с балкончиками. Такое старинное здание. Внутри, конечно, ничего особенного. Оно такое, маленькие номерочки, но оно зато находится, смотрите, на какой красивой улице. И какое оно красивое снаружи. И вот такие балкончики. Очень-очень красивые виды, конечно, красивая улица. Городок маленький, но очень-очень красивый. Можно сказать, так вписан в природу, в горы. И сейчас мы по нему пройдемся, я вам немножечко покажу, что он из себя представляет. Завтра мы поедем в город Ла-Массана, посетим еще здесь ряд музеев, ну и обязательно все вам покажем. Виды здесь, конечно, очень живописные, ну, все в цветах, все очень чистенькое, дома красивые. Я не знаю, эмоции переполняют в плане именно вот того, что той красоты, которая здесь есть. И вот она, парковка. Здесь мы оставили свой автомобиль, но работница отеля нам сказала, что выгоднее поставить там вдоль улицы. Ну, посмотрим. Мы не так надолго приехали, поэтому можем как бы все это дело регулировать. Самое важное про парковку. Что нам сказала работница отеля? Если вы паркуетесь в специальных отведенных местах, которые я вам показывала, бывает, там, до 18, ночью, до 20. ночью 50 центов в час там. Да, здесь вот в зону Азуль с 9:30 до 20 стоимость 1 евро, а ночью бесплатно. Вот сюда она нам рекомендовала, вот где синие линии, вдоль улицы поставить машину на ночь, и до 9:30 это будет бесплатно. А дальше мы поедем уже в музей, в другой город, гулять, короче говоря. И вот она нам такие рекомендовала вещи. Дома очень красивые, много отелей, много ресторанов. Вот вы видите, везде еда. Что-то закрыто, потому что сейчас не сезон. Давайте покажу вам цены. Вот барбекю. Ну, в среднем 27, 19, 17. Стоимость блюд, вы видите, самый дорогой 22, 22,50, 24. Ну, это что-то такое, здесь, да, мясо, ну его. Барбекю. Все в цветах. Все в цветах. Смотрите, какие оригинальные. Кто имеет свои дачные участки, можете делать вот такие красивые клумбы. Ресторан, вот этот Топик, нам тоже его рекомендовали в отеле. Ну, мы пойдем погуляем по улочке. Городочки, они здесь горные, можно сказать, да, улицы могут идти наверх. Готовьте удобную обувь. На большом каблуке не подойдет. Как для всех туристов. Ну и главное выносливость, да, ходьба и так далее. Кому тяжело, смотрите, соизмеряйте свои возможности. Здесь еще есть детский городок. Смотрите, как здорово, да? Можно с детьми приехать. И дети могут здесь скакать, у вас играть, что-то даже покормиться. А это вот жилой дом, обычная площадка, ну как бы вход. Видите, подъезд зелененький. Называется здание зеленое. И клумбочка. Люди, я так обращала внимание, что здесь очень любят выращивать цветы. Украшено все цветами. Очень красиво. Центр конгрессов. Да, это действительно что-то спортивное. И вокруг горы, друзья, вокруг горы. Куда ни посмотришь, везде горные виды, красивые виды из окон. Ну, пойдемте дальше по улицам, посмотрим, что тут есть еще красивого. Стиль похож что-то на австрийское, да? Андорское это что-то австрийское с чем-то еще. Кстати, для людей с ограниченными возможностями есть, видите, подъемы везде. Можно кататься на седуэруэдос, то есть стульчиках на колесах. Ой, а здесь как красиво. Музей. Вот здесь находится музей. Завтра мы тут сюда пойдем. Даже смотрите, что здесь растет. Груши.
Слышите, как птичка поет? Удивительно красивый городок. И вот какая улица, смотрите, просто, как я говорю, картинный вид. Это картинный вид. Улица на миллион. Вид на миллион. А сейчас, друзья, мы вам покажем маленькую улочку этого города. Малюсенькую. Какая она по ширине? 2 метра, наверное, да? Да, ну можно снимать, наверное, эти средневековые такие. Ну-ка ручки раскинь, встань посередине по своей традиции. Нет, не хватает. Чуть-чуть она должна быть поуже. Касса. Все дома подписаны. Да, касса Николай. Вот, касса. 1606 года. Видишь, касса. Дом Вот, такого-то. Касса Николая. Кстати, здесь очень много было выходцев из Российской империи еще, по-моему. И даже в какое-то время, почитайте, загуглите, я давно читал, что даже один представитель из России, он был здесь какое-то время, там 2 дня, что ли, даже правителем. Да Его ладно. избрали, да. Ну, в общем, не будем впадать в такие подробности. Но, смотрите, как здорово. Обалденные улочки. В общем, на первый взгляд мне казалось, что погулять негде, но на самом деле вот сейчас туристов очень мало. Так что, друзья, если вы в Испании живете, можете сейчас прям посетить. Нам сказали, что до августа здесь, пока в Вакасионисе нет, туристов мало. Цены, соответственно, недорогие. Мы в отеле остановились. Ну, пусть он небольшой такой. 2 ночи 120 евро. И, в общем-то, сейчас еще можно как-то так вот более демократично остановиться. Смотрите, как красиво. Здесь мы уже не выйдем, наверное. Да? Вот. А дальше будет уже больше туристов в августе. Ну, а зимой вообще, наверное, здесь будет заполнено все. Везде. Красиво, да? Вообще супер. Атмосфера такая, спокойствие. Ну, вот я говорю, сейчас туристов мало, июль месяц. Наше видео выйдет вот в ближайшие дни, сегодня 11, 11, да, и июля. И вы еще успеете, друзья, вот так в тишине, в покое погулять, я думаю, здесь. А сейчас вот 8 час. Это католический какой-то храм здесь есть. Здесь есть, как я уже показала, детский такой сад развлечений каких-то, игровые площадки, спортивный комплекс. Какие-то магазинчики, много ресторанов, отелей. В общем, достаточно такое уютное место. Очень приятно. Ну, а здесь даже, наверное, можно попить воды, когда жара 38 градусов. Ну, по своей традиции нашла я цены на недвижимость. Вот хочу вам показать. Цены. Вот, например, шале, 3 абитасьона, то есть 3 спальни, 3 ванной комнаты, гараж, 2 террасы, 840 евро, 650 есть, 388, 178, 230, верхний этаж, 185, односпальная квартира, 294, в общем, вы видите, 340, 915, вот там тоже домик с 6 спальнями, 3 ваннами, 2... не знаю, что это такое. Вот такие цены, 1 990 000. В общем, как я говорила, что цены дорогие, потому что здесь земли уже не так много, земельных участков. Я не специалист, но в детстве, когда я приезжал в дедушке с бабушкой, и они выращивали табак, и, по-моему, он выглядел точно так же. Пишите специалисты, сейчас я приближу немножко. Ты что-нибудь не знаешь Табак про табак это или в нет? Андорре? Я знаю, что они здесь основной источник их дохода, несмотря на большой туризм. Ну, во-первых, туризм, конечно же, тут зимний туризм в виде горных лыж, а также они зарабатывают в банковском секторе. И также я читала, что они зарабатывают на овцеводстве и на торговле табаком.
Вот. Андорра, да. Поэтому, друзья, точно если вы попал. знаете, живете в Андорре или вы имеете какую-то информацию, поправляйте меня. Ну, во всяком случае, я читала вот такую информацию, поэтому, что касательно недвижимости, я вам уже показала и рассказала, почему она дорогая, как нам объяснили, что здесь землю больше не производят, и поэтому она дорогая. Но можно рассчитывать, во всяком случае, раньше было на получение разрешения на получение ВНЖ, приобретая какую-то недвижимость. Ну, мы черпаем информацию в открытых источниках, поэтому то, что прочитали, то вам и рассказываем. А показываем только то, что видим своими глазами, а видим, что очень красиво здесь. И вот цены на недвижимость, в частности, я вам показала. Дорогие они или дешевые, решать вам. Ну, вот так вот. А мы идем дальше. Конечно, обязательно. Мы идем дальше. Ну и гуляем, мы подошли немножечко. Вот я вам хочу показать наш отель, в котором мы остановились. Прямо в центре города. Он в центре города, это старый тоже дом такой достаточно. Каррер-Майор, Ликая-Майор. И вот она самая такая красивая, на мой взгляд, да? Смотри, какие домики. Классно. Ну и кафешечки. Так мы сели в ресторанчик. Как он называется-то? Топик. Топик. Сели на улочке. Посмотрите, как здорово. Красиво. Нам так насоветовали. Смотрите, с каким видом. Вид замечательный вообще. Нам насоветовала работница нашего замечательного отеля. Рубль 20. Кунлечи. Вот. Евро 50. Кофе с молоком. Блинчики, крепсы 3,50. Вот, Эллада 2,50 один шарик. 2,51 шарик. Два шарика Вот. 4,75. 3, 6,75. Топпинг 50 центов. 2,51 шарик, да? Да, но это такой, я так понимаю, Ну это вот, ресторан. это ресторан такого, да, центре города, это в Андорре, это на центральной улице, самый такой хорошенький ресторан, и в городе Ордино. Ордино, Вот, Ордино, да, По хэштегу можете посмотреть. пожалуйста. Смотрите, я как этот самый, мне принесли такую каню, да еще в Попросила таком маленький стаканчик. граненом каком-то стакане, кошмар какой-то. А я Ладно. заказал эль андорский, ну, чисто ради пробы, артисаналь. А по цене это сколько? По цене 4 евро, каня 1,5, по-моему. Вот так. Я вам пока показываю виды красивые. И хочу сказать, что вот туристам, которые прибывают в Андорру на отдых, да, нужно знать некоторую такую информацию, что в магазинах, ресторанах, клубах, разных учреждениях, Алексей не даст соврать, действует режим так называемой сиесты тоже. То есть здесь, как и в соседней Испании, во время сиесты все отдыхают. И длится она с 13 до 17 часов. А вот сейчас вот, кстати, мы сюда сели, и до 8 часов ужин заказывать, в принципе, нельзя. Можно просто сидеть, вот, наслаждаться видами красивыми. Поэтому здесь все закрыто до 17. Вот реально, да, мы ехали, было все закрыто. Прямо города такие ощущения вымершие. Ну и в Каталонии мы также подъезжали, и здесь. Вот было жарко, и была сиеста. Вот так вот. Также про медицинскую помощь я уже говорила, что хорошо оформлять сертификат в своей страховой компании. Не забывайте при поездке. Но первую помощь заболевшему туристу здесь тоже всегда оказывают бесплатно. За дальнейшее лечение уже придется платить. Смотрите, какая улица хорошая. И еще, Алексей, давай расскажем для тех, кто приедет, что по местному этикету также положено оставлять чаевые. Да, ну, официанту, да, официантам, портье, таксистам, и даже некоторым говорят, что водителям автобусов тоже, да. И, как правило, это 5-10% от стоимости услуг. Ну, для того, просто кто не знает, кто впервые, может, кто-то поедет, поэтому вот хочется сказать. Но здесь особо, вот я читала, что фестивали особо не проводят, но зато с сентября начинаются различные ярмарки. Различные ярмарки проводиться. И самая большая из них проходит в столице. Ты знал об этом? Там исполняют народные танцы. Ну, я не знаю, как вот сейчас с пандемией. Я, главное, рассказываю, показываю Алексея. Как достопримечательность местную. Так что вот. Что ж, время близится к вечеру. Нам заменили на белую скатерть. И стало достаточно прохладно. Кстати, вот пепельничку нам поставили. Но я читала, что здесь везде запрещено курить. Видимо, только там, где можно. Ну, вот, наверное, они здесь разрешили. А вообще,
Я читала, что в Андорре строго с этим во многих местах запрещено курить. Да, и собак тоже нужно выгуливать в определенных местах. Если они, вот, извините, делают свои кака не в том месте, где положено, то убираете за ними, то может быть большой штраф. Во всяком случае, в столичном регионе, в столице Андорра-де-Вейя, Лавейя, Андорра-Лавейя, там штраф был, да? Помнишь в прошлый раз? Приличный. То есть там площадки для выгула, и надо убирать обязательно за своими питомцами. И вот я хочу еще сказать, что я подключился все-таки к городскому интернету, то есть по всему городу вся сеть Wi-Fi доступна и достаточно большая скорость. Хороший интернет, да? Хороший интернет. Так что поэтому, в принципе, и сотовая связь ей не нужна здесь. То есть, если на несколько дней приезжать, можно обойтись Wi-Fi в отеле и в городе. Да. Но если на долгое время, то, конечно, лучше подключиться и жить, пользоваться сотовой связью и интернетом. Вот. А на несколько дней можно как бы и так обойтись, и на недельку тоже, в общем. Вот так вот. Ну, по ценам мы вам уже показывали. В принципе, заведение не дороже, чем в Испании, да? В нашем регионе Коста-Бланка. То есть, приблизительно наши ресторанные цены побережья Коста-Бланка. Как нам сказали в отеле, вот персонал, который нас встречал, сказали, что в принципе кухня такая же типичная испанская. То есть те же есть моллюски, тоже есть мясо. Ну, по кухне я тоже читала, что они очень много переняли, поскольку и Испания, и Франция рядом. И от Испании, и из Франции, и все это такое смешанное. Есть такая у них как бы домашняя кухня, они этим славятся. В общем, ну, попробуем, расскажем. Да, действительно, ничего нового мы, в принципе, не увидели, но, может, мы еще не все смотрели, поэтому пока пробуем. Так, ну хочу показать вам немножечко, как здесь кормят. Вот это болонез вообще заказывала. Ну, не знаю, может, это карбонара мне принесли. Лазанья вот такая. И мясо. Мясо вот прям тут это национальное блюдо. Да. В общем, вот так вот. Достаточно аппетитно, вкусно и ароматно. Все, мы едим, нам приятного аппетита. К нам пришел котик поужинать. Он уже знает, что здесь, когда едят мясо, все, наверное, ему дают кусочек поесть. Причем скромно так сел. Очень скромно вообще, не кричал, не мяучил, не попрошайничал, просто пришел. Интеллигентный андорский котик. Гато. Хороший кот. Поел мяско. Молодец. Вот, так что вот он к нам пришел. К нам пришел, дружище. Вот такие приятные вечерние виды. Видите, такой ручей или речка. Время уже 10 час, но достаточно светло. Посидели мы в ресторанчике. И очень уютненько, очень мило. Здесь вот такой вот городок. Ну, настолько люди любят свой город, свою страну. Просто это поражает, насколько все ухожено, насколько все чисто, насколько все цветет, насколько все они убирают за собой. Не изгажено ни собаками, ни людьми. Посмотрите, какая красота. Вечер, горы. И вот такой у нас здесь пейзаж. И даже кран с водой есть. Видимо, в жару, чтобы можно было умыться. А вот здесь, я смотрю, даже зона, видимо, барбекю. Посмотрите. Просто бесплатно на улице. Зона барбекю. Здесь, наверное, можно пожарить бесплатно. На лужайке. Зона барбекю. Вот только что я вам показывала там барбекю. Площадку для прогулки. Мы вот так вот спустились. Ой, здесь полив идет. Да, обратите внимание, знак: с собачками гулять нельзя. Они действительно штрафуют, насколько нам известно было. Хотя, может, что-то меняется. Вот. Столько различных наковален. Да. Все это под открытым небом, да? Удивительно. Розы. Красота. Кстати, если кто-то живет в Андорре или владеет какой-то свежей информацией, вы пишите нам под видео какие-то свои поправки. Может быть, что-то мы упускаем, что-то из виду. Что-то вы знаете лучше. Мы с удовольствием почитаем. Горная речка, да?
Какая вода чистая, чувствуется прямо прохлада от нее. Вода чистейшая, прозрачная, чистейшая вода. Я не знаю, вот может ли передать телефон, когда снимаешь, или камера, всю ту красоту, все то ощущение, когда ты вот приезжаешь сюда, ходишь, гуляешь, смотришь, видишь это. Конечно, вживую все это намного интереснее, больше всяких ароматов, свежесть воздуха, звуки, какие-то насекомые, птички. Все ты это видишь, слышишь и осязаешь, но все равно это, я думаю, что видно, что очень красиво, что очень ухоженно, что очень чисто. Кстати, гуляли, зашли мы вот такие вот дома жилые. Тут рядышком дворик, но нас поразило то, что прямо во дворике у них есть огородик. И растет чеснок, помидорчики. И обратите внимание, сколько лыжных палок используют для поддержания овощей. Там даже какие-то тыковки, наверное. Утро следующего дня у нас начинается вот в таком красивом месте, друзья. Тут практически, можно сказать, альпийские луга. Красивое местечко. Ехали, остановились и решили пройти. Вот там, если вы слышите, шумит горная речка. Такие красивые поля, луга, дорожка. И, кстати, здесь несколько маршрутов обозначены. Там 5 минут, 15 минут, 20 минут. Вот так они идут вдоль вот этих вот гор. Обустроенная дорожка такая. Впереди у нас горы. Вот там горы. Запах приятный. Сейчас 10 часов утра, еще пока не жарко, поэтому можно вот так спокойно пройтись, прогуляться. Получить удовольствие. И еще не обгореть на солнце. Сейчас мы с вами посмотрим горную речку. Она уже шумит. И туда дальше ведет дорога. А зимой здесь, естественно, горнолыжные курорты. Горные лыжники катаются здесь на горных лыжах, соответственно. Все в снегу. Вот такая красота. Вот по такой дороге я иду, видите, то есть, обустроенная дорога, хорошо прогуляться. Конечно, лучше в удобной обуви, но, в принципе, можно и так вот пройтись, подышать свежим воздухом. Здесь маршруты все указаны, поэтому думаем, что мы не заблудимся. Вот она, бурная горная река. Вода чистейшая. А здесь стоят указатели и показывают маршруты. Вы выбираете, какой хотите. Хотите 12 минут, хотите 4 часа. Соответственно, с этим маршрутом и движетесь. Вот 5 часов даже есть какой-то маршрут. Ну и по дорожкам можно вот туда идти. Слушать пение птиц и наслаждаясь звуками природы. Мы поднимаемся выше в горы, и справа вы видите разные отели, стояночки, кафешки. Правда, сейчас закрыто все. Поднимаемся все выше и выше. Очень много велосипедистов катаются здесь вот по склонам гор туда. Многие уже едут обратно.
интересно вообще. Куда-то добро пожаловать. Угу, куда-то. На горнолыжные склоны, наверное. Сейчас. Ну что, а мы добрались до, я так понимаю, горнолыжного склона, где зимой здесь катаются лыжники. Кстати, огромная парковка. Угу. Вот, собственно говоря, что привлекает очень многих горнолыжников сюда. Вот это место в том числе. И красивые горы. Здесь мы еще, кстати, ни разу не были. Динаресвилл. Угу. И выше поднимаются тоже эти кабинки. Куда? На смотровую площадку какую-то, да? Ну да, или на гору. Как здесь говорят, телекабина. Куда это люди на телекабине, в телекабине поднимаются? Новый аттракцион — это солнечные часы на границе между Андоррой, Испанией и Францией. Наверху. На верхушке прямо, да? По-моему, стоит 15 евро на человека. Смотрите, друзья, какая замечательная атмосфера. Шикарнейшая погода. Мы находимся на высоте, ну не знаю, там, наверное, может быть, в районе 2000 метров. Прекраснейшие склоны. Кто был зимой, конечно, наверное, оценил горнолыжные склоны Андорры. Ну и летом здесь ничего не простаивает, все работает. И люди поднимаются вот туда, на самую верхушку этой горы. Ну что, друзья, наш путь все протекает вдоль этой горной реки. И вот с таким шумом мы остановились в маленьком барчике, кафешечке и решили попить, как обычно, кофейку. 2 кофе, чай и 2 постерса стоят 8,30. Цены такие не особо гуманные, в районе 2-2,20 евро. Вот так вот. Ну и очень приятно сделать маленькие остановочки. Здесь мы путешествуем мимо городов, маленьких городков в горы. Сейчас едем вниз вот от горнолыжного курорта. Остановочки такие, видите, максимум 20 минут. Здесь останавливается автобус, сеть автобусов очень развитая. Везде есть информация, карты, все разъяснено. Подошли тетеньки, я-то подумал, что они хотят, чтобы мы их сфотографировали. Они говорят, нет, мы, говорит, живем в Андорре. Вы, говорит, не там снимаете, подойдите вот там и с той стороны снимите этот мост, Римский мост. Хорошо, сейчас мы пойдем туда, снимем Римский мост, но посмотрите, какая чистейшая вода в горной реке. И вот мы по ходу своей поездки сверху вниз течет вот эта речка, которая доходит до Андорры-ла-Вейя, до столицы Андорры. Сейчас я вам панораму такую сниму. В общем, очень красиво. Вот он мост. Сейчас зайду с той стороны и... На ту сторону, вот там скамеечка. С той стороны, да? Вот он, Римский мостик. Говорят, что он сохранился, но я думаю все-таки, что его подвосстанавливали, наверное. Не, ну так следов особо нет, но сам факт, что... В одном из советских фильмов было показано, что береза растет только в России. Факт. Пожалуйста, в Андорре тоже береза. Нет, береза растет везде, и мы встречали ее повсюду. Вот такая красота. Вот он, красивый мостик. Еще раз хочу вам показать мост за моей спиной. Вот он, красивый исторический мост и шикарная чистая речка. А здесь в тени березок можно немножко укрыться от жары, от зноя. А мы едем дальше. Ну вот, друзья, остановились мы около поля. Кто знаком с агрокультурами, скажите, что это? Мы думаем, что это табак. Заходим мы в этот дом. В итоге мы зашли в музей. Это типичный дом семьи, которая жила здесь, в Андорре, с таким вот аудиогидом. И попытаемся вам рассказать инструмент, которым мы работали. Всякие кетмени, вилы, косы. То есть это как жили обычные крестьяне, да? Да. Что он ел? Картошку, выращивал табак. Но самое интересное, И что мы пшеницы. слушаем аудио. Вот так вот это слышно. Языки английский можно выбирать, кастильяно, каталанский и французский. Угу.
Винный погребок, огромная бочка и чуть-чуть поменьше. Мулюс, бурлус, деревянные башмачки. Да, кстати, обувь мы такую видели в Голландии. В Голландии. Изготавливали прямо из бревен на наших глазах. Колбаски. Итак, вот с этого нижнего этажа мы идем дальше. Вот по такой лестнице. Поднимаемся. Номер 5. Здесь играет музыка. И мы смотрим и выходим. Большой дом. Уж у семьи было очень. Много работали они. Да. Короче, вышли из их вот этого дома по лесенке и вышли в огород. Смородина, да? Да, очень много растет. Лук, томаты, картофель. Смотрите, вот огородик. Прямо все сделали, как и было раньше, видимо. Все растет. И все главное. Красивая, да, да. розовая. Можно я пройду так? Смотрите, какая смородинка. Это Красота. музей. Это музей, да. Вон томаты там вдали действительно растут. Ой, и этот, ежевика, по-моему, вот там вот. Вообще какая красотища. Вот это вот дом крестьян. Ну, большой, кстати, дом. Так, дальше движемся. Ссылочку на музей мы оставим под видео. Как обычно. Виды, конечно, этого дома, из этого дома потрясающие. На улицу. Вот он называется. Музей Касса Рул. С парковками, ну, плохо. Парковки вдоль улиц надо искать. Алексей уже сказал, английский, французский можно выбрать, кастильяно и каталанский. Номер 6 вот у нас. Это кассина. Здесь кухня. Очаг. Ух ты, кухня-то какая большая. Яички собирали. Курочка, наверное, была. Всякие, видите, это утварь. Разная утварь. Раковина с водой. Как интересно. Тарелочки. Вот сейчас такие в Икее используются. Новая, это хорошо забытая, старая. Медная посуда. Ставни. Вот обожаю ставни. Корзиночки. Чеснок. Вот это вот, не знаю, что-то подставочка, наверное, для бутылочек оливкового масла. А что там за эти инсекторы? Это что такое? А, это от мух какой-то. Угу. В общем, смотрите, как интересно. Топили дровами. Это вот такая тоже как бы, как сказать-то, печечка, да? Как плита такая на дровах, дровяная. Здесь горшочки такие и очаг. Короче, они готовили и обламус, и болтали. Да, ну такая маленькая вот кухонка, маленькая. Ой, кстати, вот крышки. Вечная тема, как хранить крышки, ложки. Все у них придумано. И скамеечка такая. Табуреточки, стульчики. Можно было греться, готовить, болтать, смотреть на свой огородик и на шикарные горы. Так, идем дальше. Дальше у нас номер 7. Хлеб печь. Да, пекли из арина, агуа и соль. То есть 3 ингредиента всего лишь. Мука, вода и соль. Да. Пекли хлебушек. Вот здесь, наверное, все это дело раскатывали. В печь туда закладывали. А это просеивали таким образом. Сеяли муку. Изба достаточно большая. Семейные портреты. Достаточно большой дом, да, мне кажется? Такая площадь вот этой, такого зала, можно так сказать. Вот такое, да? Что-то писал, работал. Ну, понятно. Умыться. Да, ночная ваза, горшок. Или это что? Водичку полить, да? Умыться. Накрутить. Да. И посмотреть, какая погода. Нужен ли зонтик или нет. Ну, достаточно большой такой дом.
Так, поднялись мы на следующий этаж. Представляете, друзья, какой большой дом был у крестьян. Тут вот еще комнат несколько. Это какая-то детская. 4 ребенка было. детские кроватки. Взрослые и маленькие спали вот здесь. Тоже вот мисочка для умывания, кровати, игрушки. Это Стас нажал кнопочку. Он же сказал, что там фильм можно будет посмотреть наверху. Ага, ну сейчас нам покажут, что тут было интересное. В общем, друзья, здесь вот показаны все музеи Андорры и по городам. Вот это вот Ла-Масана, где мы сейчас, Каньо, Ордино, то, что мы еще не посетили, Энкамп, тут какой-то велосипедный и автомузей, да, велосипедный трек, Андорра Лавея, Каса де Лавай. И вот этот музей мы тоже хотим посетить, это в Ордино, где мы сейчас остановились. А вот этот сам дом, в котором мы только что походили, посмотрели, как живут крестьянская семья местная. Вот он такой большой дом. Отсюда мы начали заход, прошли по всем этажам, включая чердак. Справа вот там огородик. Ну и все, это находится Каррер-Майор на главной улице города. Какого города? Ой, я уже забыл. Ссылочка будет под видео в описании, друзья. Все. Очень интересно, рекомендуем посетить этот музей. Уже час дня, становится жарко, и здесь, наверное, уже у всех начинается сиеста. Не начавшись завтрак, началась сиеста. Все, а мы идем дальше смотреть достопримечательности этой замечательной страны, или как еще, княжества Андорра. Ну а здесь началась уборочная. Андоррские луга и крестьянская деревня. Летние распродажи. Ну вот, друзья, вот в этом торговом центре замечательный, помимо торгового центра, замечательный есть фудкорт, в котором можно прекрасно пообедать или поужинать. Обед с 12 до 16 и, по-моему, с 8 часов ужин. Стоит это все удовольствие 21,50. Но если вы скачаете приложение и зарегистрируетесь, то вы получите карту вот этого торгового центра и сделаете скидку 10%. И вон там вот, соответственно, есть парковка. Очередной милый маленький городок Каньо, если я правильно его произношу. Видно, кстати, цена на топливо 1,72, 1,75, 1,79, 1,85. Вот такая вот красота здесь. Все по-прежнему те же самые горы, по-прежнему те же самые аккуратные домики, здания. Очередной фотостоп, друзья, на дороге. Таких очень много здесь. И можно полюбоваться видами. А кто-то гуляет в горах. А внизу в ущелье раскинулись вот такие городочки. Это та же Андорра, город Каньо. Мы решили, что это от слова каньон. Мы остановились вот на такой вот парковочке. И хотим посмотреть на город сверху, с высоты птичьего полета, можно сказать. Мы сейчас ехали по этой дороге, достаточно крутая, такие резкие повороты. Поднялись вот туда, немножко наверх. И решили спуститься. Наконец-то появился такой прохладный бриз, ветерок горный. Ну, красотища просто обалденная. Вот такой вот маленький городочек. Друзья, не могу с вами не поделиться. Традиционная андоррская еда в обычном андоррском ресторанчике. Вот такие вот quesadillas. Это что-то с сыром
Это просто картошечка, Ну, типа это по-деревенски. куриные крылышки и вот что-то такое типа наггетсы. Вроде бы скромно, но достаточно ароматно, вкусно. Ну и очень красивая улочка. Алексей, за твоей спиной показываю. Красивая улочка. Мне нравится, что все в цветах. Даже тут растут цветочки. Очень красиво и приятно. Котик, второй день мы видимся с тобой. В прошлый раз мы сидели в другом, вчера ужинали в заведении, и был тот же самый котик. Он ходит вечером по кафешкам и ждет, когда его кто-нибудь покормит. Местный андорский котик. Немножко он такой пощипанный местами, но достаточно коммуникабельный. И немножечко покажу вам вечерние виды замечательного города Ордино. Город, который насчитывает не более 4000 человек, а может даже меньше. И вот в таком прекрасном состоянии он находится, как говорится, на сегодняшний день. Вот это ресторан, еще раз повторюсь, который рекомендуют посещать, музей, который мы завтра обязательно посетим. Сейчас у нас 12 июля, где-то уже 11 час вечера, и достаточно тепло. Правда, если учесть то, что это все-таки горы, мы вот в курточках Да, что-то немножечко потеплее. утепляемся, но достаточно тепло.